Друзья, всем привет! Добро пожаловать в студию AquaDream. Давно меня не было, хотел я выложить новый свой проект, новое видео, и уже сделал полное видео моего нового аквариума. Но, к сожалению, при переносе файлов все файлы повредились, и я не смог их восстановить. Я жутко был расстроен, но появился стимул сделать еще один проект, который сегодня с вами как раз мы будем делать. А проект такого же 20-сантиметрового нанокубика. Прежде чем мы начнем проект, я также с моим прошлым проектом записал специально для вас видео тестирования своей воды, потому что часто до сих пор задают вопросы про параметры воды. Обычно параметры воды я не измеряю. Специально для вас купил вот такие полоски, тесты. Жидкостные тесты я не стал покупать, потому что они стоят каких-то огромных денег здесь. Но купил вот такие полоски, и слава богу, с прошлого неудачного видео у меня еще осталось 5 полосок или 4 полоски, которые сегодня все я как раз и использую. То есть выберу 4 аквариума, в которых измерим воду. Один тест мы измерим воду из водопровода. И 3 теста потратим на 3 аквариума. Воду будем измерять в одном самом старом аквариуме, во втором помоложе, и 3-й тест измерим воду в одном из самых новых аквариумов. И посмотрим, какие же у меня параметры воды. Давайте я вам покажу свой последний проект, видео которого я не смог выложить, но если видели мое короткое видео, я выкладывал фотографии и выкладывал видео короткое этого второго кубика. Давайте на него посмотрим поближе. Вот он, мой последний 20-сантиметровый кубик. К сожалению, видео не получилось, но вот сейчас можете посмотреть. Очень красивый скейп, очень классно получилось в таком пляжном стиле, с такими веточками. Такой дизайн я не планировал, он сам по себе, как обычно у меня получается, получился. Вот здесь я использовал только Anubis Nano Petite. Вот он там позади, по длине всей веточки сзади. Cryptocarina parva, он там растет. Сейчас этому аквариуму всего 2-я неделя пошла, поэтому Cryptocarina parva немножко желтеет поначалу, листики опадают, потом появляются новые, и она, кстати, приспосабливается к новой среде, к размерам аквариума, и, скорее всего, она уменьшится в размерах. Вот. И в основном я использовал мох, вот этот Fontanus, мой любимый, самый приживаемый, самый неприхотливый. Вот жду, когда он разрастется, распушится. Пока что он смотрится таким плоским, еще пока приживается. Вот. И вот здесь маленький кустик анубиаса тоже. Фильтр точно такой же, как и вот в этом кубике. Все то же самое. Также я его модернизировал, добавил дополнительных губок, добавил вот первым слоем для бактерий вот этот материал. Также можете использовать гальку морскую, либо можно использовать вулканический мелкий камень. Сейчас он в стадии становления биосистемы. Кстати, улиток у меня все нет времени купить, добавить. Обычно я сразу добавляю улиток, но добавлю я сюда штучек 5 улиток маленьких, неретин. Но здесь, кстати, с растениями сами по себе один вид улиток появился, они очень мелкие, не знаю, если увидите, вон там. Вот они, кстати, часто у меня появляются в аквариуме с растениями. И, кстати, они тоже одни из полезных улиток, хорошо помогают чистить и водоросли. Так что теперь у меня вот 2 нанокубика здесь красуется. Вот так вот. Ну что, пойдемте делать тесты. Посмотрим, какие у меня параметры воды. Мне самому интересно. Так, ну и первым аквариумом, в котором мы измерим параметры воды, будет вот этот прямоугольный аквариум в стиле островок. Он также низкотехнологичный, без дополнительной подачи СО2, только фильтр. Давайте измерим, какие здесь параметры воды. Итак, опустим нашу полосочку. Так, подождем немного. Итак, ну если верить тесту, значит pH. Самая первая, вот эта красная, pH показывает где-то 7,6, что довольно высоковато. Дальше KH около 80 или даже 40. Дальше идет у нас... Итак, дальше 3-й параметр у нас щелочь. И щелочь
показывает 0. Четвертый параметр GH. GH показывает где-то 100. Нитриты и нитраты, следующие два параметра, по нулям. И все остальные дальше параметры, честно говоря, я не знаю, что они означают. Они тоже по нулям. Но, наверное, так и нужно. Так, давайте измерим в другом. Так, теперь давайте вот в этом шарике измерим, который без аэрации, без фильтрации, наношарик. Он не самый старый, но и не самый молодой. Как раз в нем будет интересно, какие параметры воды. Здесь много растений, заросли. Я давно здесь не делал глубокую чистку. Так, давайте посмотрим, подождем. Итак, pH здесь показывает где-то 6,8. Дальше у нас идет KH. KH где-то 40 здесь. Щелочь показывает 0. GH здесь примерно 50 или около 100. Дальше нитраты, нитриты по нулям показывает. И три других последних параметра, которые я не знаю, что означают, тоже показывает по нулям. Итак, это был среднего возраста наноаквариум без фильтрации. Теперь измерим параметры воды у последнего аквариума, у одного из самых новых. А хочу я измерить вот в одном из последних, также без фильтрации, наношарике, в очень маленьком. Он всего лишь 17 сантиметров в ширину. И здесь у меня целая креветочная ферма из желтых креветок, которые нарожали уже множество маленьких креветок. Первое потомство, которое было, уже подросло, вот если заметите. И еще одна креветка, может та же самая, не знаю. Еще сделали малышей, только они совсем малюсенькие. И, кстати, очень сложно убираться в таком аквариуме, потому что все время боишься их случайно засосать через трубку и повредить как-то. Поэтому приходится убирать этот аквариум очень осторожно. И вот интересно, при такой креветочной ферме, какие здесь параметры воды? Аквариум микроскопический, но при этом креветки здесь плодятся. Так, проверим здесь, какие у нас параметры. Это, кстати, последний тест аквариумов. Больше у меня нет. Остался только один, который мы используем для проверки водопроводной воды. Итак, ну и здесь показывает pH где-то 7,2-7,6. Дальше KH показывает 40. Щелочь показывает... Кстати, щелочь здесь показывает, это третий параметр, щелочь показывает где-то 40. Дальше GH, GH где-то 50. Нитраты, нитриты по нулям и три остальных параметров тоже по нулям. Итак, ну что же, набрал я водопроводной воды. Опустим. Так, чуть-чуть подождем, посмотрим, что у нас здесь покажет. Друзья, удивительно, но в прошлый раз в видео, которое я так и не смог вам показать, делал тест водопроводной воды, показатели были гораздо выше. Сегодня показатели очень низкие. Здесь pH показывает 6,2, дальше KH показывает 0, щелочь показывает 0, GH показывает где-то 250. Фиолетовый такой цвет. Нитраты, нитриты по нулям. И остальные нижние параметры тоже по нулям. Возможно, это связано с тем, что здесь прошли очень сильные ливни. Может быть, вода стала лучше качества. Но вот так вот. Просто в прошлый раз я измерял, параметры были гораздо выше. Выше, чем в аквариуме. Так что, как-то так. Ну что, сегодняшний проект еще одного 20-сантиметрового кубика. Вот он у нас. Лампа на 5 Вт с деревянной подставкой. Тот свет, который я использую для всех своих круглых аквариумов. И также вот этих нанокубиков. Ссылки на такой свет есть у меня под каждым видео на AliExpress. Сможете заказать такой же свет. Ну что, давайте посмотрим поближе на этот кубик.
Итак, сегодняшний скейп должен быть очень драматичным, в принципе, как и все мои скейпы, как и все мои проекты. Вот. Я уже подготовил вот эту корягу, я ее слепил из маленьких кусочков, смотрите. У меня есть короткое видео, я недавно выкладывал, как я ее лепил. Коряга у нас будет вот в этом углу, вот так. Вот так она будет с этого угла выходить. Здесь будет забор воды фильтра. Я буду использовать маленький мини-нано-рюкзачок фильтр, который я использую для всех своих нано-кубиков. Позже я вам покажу, как я его модернизирую. Итак, вот так коряга у нас будет стоять. Также очень давно я не использовал драконий камень. Вот эти кусочки, у меня их много, кстати, вот целая миска. Давно они у меня лежали, больше года, я их нигде никак не использовал. И как раз вот к этой коряге с желтым песком я решил, что вот этот камень драконий больше всего подойдет. У меня в основном маленькие кусочки, но большие нам и не нужны, аквариум очень маленький. Вот от такого размера до самого мелкого. И обложим камнями эту корягу вот так вот вокруг, со всех сторон. Растения, которые я буду использовать для этого скейпа, я вам покажу позже. Ну и давайте приступим скорее к первому этапу. А первый этап будет засыпка речной гальки первым слоем для биологической фильтрации. В речной гальке поселяется бактерия, которую мы будем все время добавлять в этот аквариум. Она хорошо там поселяется и чувствует себя там прекрасно. Биологическая фильтрация будет готова для данного аквариума. Совсем забыл, но прежде чем я приступлю к первому этапу, сначала я приклею черный фон на заднюю стенку. Я всегда использую черный фон для всех своих прямоугольных и квадратных аквариумов. Итак, черный фон готов, смотрится гораздо лучше, когда ничего не видно через заднее стекло. И начнем с нашей гальки. Засыпаем гальку. Формируем ее. Я немножко ее сделаю, скорее всего, с возвышенностью на заднюю часть. На такой объем аквариума, по идее, фильтр и не нужен. У меня есть нано-аквариумы мелководные, которые работают без фильтра. Я использую этот маленький рюкзачок, просто потому что для своего первого нано-кубика я его использовал и хочу, чтобы они все стояли одинаковые. Все были с нано-фильтрами. Но на такой объем фильтр, по идее, не нужен. Растения и бактерия будут фильтровать воду и вполне справляться с таким объемом аквариума, поэтому это уже на ваше усмотрение. Хотите, устанавливайте фильтр, хотите, не устанавливайте. Итак, первый слой галька наша готова, коряга установлена, немножко коряга будет выходить из аквариума. Мне нравится, когда коряга торчит из самого аквариума, получается водная и воздушная форма. Итак, следующим этапом немножко засыплю субстрата, чтобы было легче укладывать камни. И после этого начнем укладку камней, дальше будем досыпать субстрат и песок, и формировать окончательный хардскейп. Субстрат я использую гранулированный глинистый и обычный аквариумный сойл.
части. Все очищаем, потому что здесь у нас будет песок, чтобы субстрата не было видно. Кстати, часто задают вопрос, а как сифонить грунт? Друзья, уже не раз отвечал, сифонить грунт нельзя. Это старые методы, которые неправильные и не работают. Сифонить грунт нельзя. При сифонке грунта вы убиваете все бактерии, которые там живут. И у вас нарушается биологический баланс каждый раз, когда вы это делаете. Соответственно, вы сталкиваетесь с проблемой водорослей, качества воды, гибели растений, рыб и так далее. Сифонку грунта никогда нельзя делать. Я не сифоню грунт ни в одном своем аквариуме. Я только убираю мусор с поверхности дна. Больше я ничего не делаю. Итак, теперь укладка камней. Ох, красивый будет скейп с такими камнями, с такой корягой. Итак, теперь склеим камни вместе с корягой для большей прочности нашего хардскейпа, чтобы камни и коряга не рассыпались, не всплыли. Итак, теперь присыпем места склейки немножко песком, чтобы места склейки клея не было видно. Так как почвенных растений много я использовать не буду, поэтому много субстрата не нужно. Частая ошибка я вижу в интернете людей, имеющих аквариум. Очень частая ошибка в нестабильном биобалансе. То, что они используют много субстрата, но не используют практически растений, соответственно, у них растут водоросли. Либо наоборот, они используют растения, но не используют субстрат, питательную подложку. Соответственно, растения не растут, а растут водоросли. Поэтому, друзья, везде должен быть баланс. Если вы используете питательную подложку, обязательно большое количество растений должно быть. Ну что, теперь немножко подождем, когда клей подсохнет. И начнем засыпать песок, а также добавим мелких драконьих камушек для финальной декорации. Ну что, теперь время засыпки песка. Давайте поскорее задекорируем и посмотрим на финальный результат хардскейпа.
Итак, друзья, хочется добавить еще немножко совсем мелкой гальки для декорации вокруг камней. Совсем чуть-чуть. У меня есть по цвету подходящая галька. По цвету всего хардскейта. Чуть-чуть совсем вокруг дерева и вокруг камней. Немножко не хватает. Я не хочу переднюю часть, чтобы смотрелось слишком пусто. Слишком много песка не хочу, поэтому немножко добавим. Итак, из растений сегодня в использовании, посмотрите, вот такой мини-папоротник, очень красивый. Буду отделять его маленькими кусочками и сажать на нашу корягу. Дальше криптокарина парва. Очень неприхотливое растение, одно из моих любимых. Дальше вот такой мох, мой самый любимый, самый неприхотливый, фонтанус. Название в описании под видео смотрите. Дальше вот такая мелкая криптокаринка. Криптокарина венти. Так. Дальше Анубис нанопетит, тоже одно из моих любимых растений. Самый неприхотливый Анубис. Так. И самая неприхотливая буцефаландра. Вот такая буцефаландра брауни. Самая-самая лучшая. Лучше всего приживается. Особенно на первых этапах нового аквариума. Лучше всего себя ведет, особенно в наноаквариумах, в низкотехнологичных. Лучше всего приживается и растет. Так, что у меня еще есть? Ну, еще здесь есть парва, еще немножко Анубис нанопетит и крупная криптокарина. Но я не уверен, что я ее буду сажать, поэтому вот в основном вот эти растения у меня в планах. Посмотрим, сколько я их буду использовать и какие. Может, от каких-то в процессе откажусь. Плана у меня конкретного ни для одного аквариума никогда нет. Планирую один хардскейп, получается другой, еще лучше, чем планировал. Также посадка растений тоже никогда не планируемая. Организовываю растения в процессе, что-то меняю, что-то использую, что-то нет. Поэтому давайте поскорее оживим наш безжизненный кубик и посадим растения. Итак, начнем мы посадку с задней части. На задней части посадим криптокарину. Дальше начнем сажать папоротник по всей части нашего дерева, оживим наше дерево. И Анубис буцефаландры будут на передней части, вот здесь, на средней части, передняя часть будет свободна. Поехали! Итак, криптокарину парва я уже очистил от губки. Пока очистишь от губки корни, полжизни пройдет. Долгий, кропотливый процесс, вообще посадка растений. Самый долгий процесс, пока растения все подготовишь. Уже пройдет полдня. В общем, смотрите, вот такие корни у нашей парвы. Мощные, большие корни. Вообще растения с мощными большими корнями всегда хорошо приживают. Поэтому, если у вас низкотехнологичный аквариум, будьте уверены, что с большей вероятностью растения с мощными корнями у вас приживутся и будут хорошо расти.
Итак, добавлю на заднюю часть еще криптокарины венти мелкой. У меня здесь есть немножко свободного места. Сейчас попробую ее здесь посадить. Совсем чуть-чуть, не полный горшочек, только один пучок. Итак, друзья, теперь я присыплю их немножко еще песком, чтобы корни не вылазили из песка, потому что тяжело их было сажать, и некоторые корни торчат. Поэтому присыпем вот так песком для дополнительной устойчивости. Так. Теперь вспрысну водой, очищу листики растений от песка. Песок уляжется и прижмет корни. Отлично. Ну все. Теперь наша криптокаринка готова расти. На первых порах нового аквариума некоторые листики пожелтеют, растворятся, погибнут, но потом появятся новые листики, и скорее всего природа будет адаптироваться к размерам данного аквариума, и листики будут меньше, будут короче, и будет такой зеленый коврик, можно сказать. Будет очень красиво. Итак, теперь время приклейки папоротника на дерево. Я разделил его вот на такие маленькие кусочки, от больших до самых маленьких. И сейчас оживим наше дерево. Ау, друзья, смотрите, какое дерево красивое с этим мелким папоротником. Просто бесподобно. Красота. Я очень надеюсь, что этот папоротник проживется хорошо, будет расти и не погибнет. Дальше посажу кустик буцики вот в этот угол, вот сюда. Итак, посадил Анубис. Вот он, маленький один кустик. Больше я не хочу сажать. Осталось только посадить мох. И на этом все, друзья. Больше растений я сажать не буду. Будет слишком много. Ну что, друзья, я думаю, что на этом мы и закончим. Получилось просто бесподобно. Я немножко еще добавлю гальки вот сюда, в это место, так как здесь совсем пусто рядом с криптокаринкой. Совсем чуть-чуть добавлю гальки туда. Буквально несколько камушков. Вот так вот, чтобы смотрелось более сбалансированно. Вот так. Ну вот и все. Теперь я отнесу аквариум вместе со светом в то место, где он у меня будет стоять с другими кубиками, и залью водой. Сделаю финальное видео через 1-2 дня, когда вода отфильтруется и станет кристально чистой. Добавлю обязательно бактерию и кондиционер для воды.
Обязательно буду менять воду каждый день. Смотрите у меня в описании под видео о том, как я ухаживаю в первый месяц за новым аквариумом. Частые подмены воды обязательны, чтобы избежать вспышек аммиака, поэтому читайте, смотрите в описании под видео. Итак, теперь я хочу подготовить фильтр для нашего нового кубика. Точно такой же маленький нано-рюкзачок. Фильтр очень дешевый, самый обычный, самый простой. И, соответственно, наполнитель в нем самый обычный, самый простой. Только одна крупной фракции черная губка. Поэтому, чтобы модернизировать фильтрацию, я добавлю разные фракции губок. Вот такую белую, вот такую 6D и вот такую синюю. Также обрежу ту, которая прилагалась к этому фильтру, наполовину, только половину вот этого буду использовать. На самое дно я засыплю специальный наполнитель, похожий на гальку, либо также специальный наполнитель для биологической фильтрации, для заселения бактерий. Помимо этого наполнителя, сейчас я вам его покажу, вот такой белые мелкие фракции для заселения бактерий. Также можно использовать любую другую керамику, но для такого фильтра она должна быть очень мелкая, либо также лава-камень мелкий можно тоже использовать. Так, засыпем немного. Вот так вот. 2 щепоток будет достаточно. Вот так на дне будет первым слоем домик для бактерий. Дальше обрежу напополам черную губку. Дальше она пойдет. Далее губку 6D вырежу по размеру.
Ну что, друзья, на этом все. Если вам понравился мой новый кубик, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, не пропускайте новые проекты. Также подписывайтесь на мою страницу в Instagram, где я также выкладываю видео и фотографии обновлений своих аквариумов. А также в описании под каждым видео смотрите ссылки на почти все инструменты и материалы, которые я использую. Я для вас их нашел на AliExpress, где вы сможете также найти, допустим, такой же свет для таких аквариумов круглых, либо вот таких кубиков нано, которые также сможете заказать и использовать. Поэтому переходите по ссылкам, делайте свои покупки и удачи с вашими аквариумами. Пока-пока, увидимся снова.